Привет, друзья! С самской деревней Самсыт мы познакомились. Продолжаем дальше следовать нашему курсу на север. Сегодня по плану добраться до города Заполярный, что в Печенгском районе, близ границы с Норвегией. Остановиться там на ночлег, а завтра выдвинуться в круиз по местным достопримечательностям. Проехать нам сегодня остается 260 километров. Выехав на трассу Кола и проехав немного в сторону Мурманска, встретили мототуристов из Румынии. Hello. Moscow. Alexei. He leave projector on, battery. Thank you very much. Good luck! Oh, thank you. Here is rain. Dodged? No, No. Okay. Спасибо. пожалуйста, удачи! Take care. Bye. Не зря существует понятие мотобратства. Без разницы, какой ты нации, вероисповедания и на каком языке разговариваешь. Мотоциклист при любых обстоятельствах и месте положения остается мотоциклистом и всегда может рассчитывать на помощь единомышленников, даже если вы разговариваете на разных языках. Спустя еще немного времени мы проезжаем Мурманск и выезжаем на финишную прямую до города Заполярный. На экстренный случай, а именно на случай плохой погоды, в Заполярном уже заранее забронирован номер в хостеле «Полярная ночь». С жильем, кстати, в этих краях огромная проблема, да и климат здесь суровый, в связи с этим лучше все предусмотреть заранее. По приезду разместились в хостеле, переночевали, а утром поехали на Кольскую сверхглубокую. Поначалу поехали сюда на полностью загруженном мотоцикле. Однако, проехав немного, стало очевидно, что с полной загрузкой нам здесь не проехать. Было решено вернуться в хостел, остаться здесь еще на пару дней и уже на пустом мотоцикле ездить по округе. Кольская сверхглубокая скважина находится примерно в 35 километрах от города Заполярный. 20 километров проезжаем по асфальту, 10 километров по грунтовке достаточно среднего качества, и оставшиеся 5 километров можете почувствовать себя первопроходцем. Вот такие вот дорожки на Кольскую сверхглубокую. Перевалась куча булыжников. Оставшиеся 5 километров самые тяжелые. Дорога, вернее ее отсутствие, пестрит разнообразными валунами, грязью, ручьями, перепадами высот и прочими препятствиями. Вообще, это стихийная тропинка. Ее прокатали любопытствующие искатели приключений, в связи с тем, что дорогу, по которой можно было проехать, целенаправленно перекопали и проезд к скважине сделали невозможным. Невозможным в понимании нормальных людей, но, как и полагается, настоящие ценители приключений не ищут легких путей, да и самые интересные места являются самыми труднодоступными. Быть может, оно и к лучшему. Наверное, только из-за труднодоступности это место до сих пор окончательно не растащили по кирпичикам. Помимо очень сурового климата, проехать сюда тоже представляется крайне тяжело. Однако в нашем случае любопытство, несмотря ни на что, взяло верх над нами. И вот мы здесь. Во времена гонок вооружений и прогресса СССР, стараясь занимать доминирующую позицию во всех сферах деятельности, в 1962 году запустил проект сверхглубокого бурения. Для бурения скважин и проведения исследований была создана Кольская комплексная геолого-разведывательная экспедиция. Руководил экспедицией заслуженный геолог РСФСР, академик Давид Миронович Губерман. Это место выбрано не случайно. Наилучшими местами для сверхглубокого бурения являются места с наименьшим слоем осадочных пород на поверхности планеты. Одним из подобных редчайших мест на Земле является Кольский полуостров.
Здесь осадочные породы отсутствуют вовсе, а поверхность состоит из древнейших пород, возраст которых около 3 миллиардов лет. К примеру, возраст нашей планеты, по предварительным данным, оценивается в 4,5 миллиарда лет. Начало заложено в 1970 году, в годовщину столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Само бурение началось 24 мая этого же года. Сложность бурения состояла в том, что, согласно геотермическим данным, описывающим изменение температуры под землей, на глубине 10 километров температура должна была быть около 300 градусов, на глубине 15 километров почти 500. Буровой инструмент и измерительная аппаратура к таким температурам готовы не были. По данным Института физики Земли, Кольский щит за миллиарды лет остыл, а на глубине 15 километров температура не должна была превышать 150 градусов. Однако, несмотря на специфическую задачу, специально под бурение скважины разрабатывать новое оборудование не стали. Начали бурение стандартной буровой установкой Уралмаш-4Э. Трубы ниже 2000 метров использовали из алюминиевых сплавов в связи с тем, что они имеют меньший вес и при температуре под 160 градусов лучше выдерживают нагрузку, чем стандартные стальные трубы, которые могут оборваться под собственным весом. Общий вес колонны составлял около 200 тонн. Первые 7000 метров прошли относительно спокойно. Бурение велось через однородные прочные граниты. После прохода данной глубины бур вошел в менее прочные породы. Ствол скважины начал осыпаться с образованием пустот, в результате чего осыпавшейся породой заклинивала буровую колонну, а при попытке поднятия наверх обрывала головку колонны. Потерянная часть цементировалась, а продолжалось бурение с отклонением в сторону. Подобные аварии случались не один раз. В связи с этим, если посмотреть на скважину в разрезе, она имеет разветвленную систему, схожую по форме с корнями дерева, с множеством ответвлений. После прохождения глубины 7263 метра бурение продолжили установкой Уралмаш в 15 тысяч. Она имела запас прочности, чтобы выдержать колонну до 15 км в длину, а грузоподъемность ее составляла до 400 тонн. Это была самая передовая на тот момент буровая установка. Мощная, надежная и с автоматическим спускоподъемным механизмом. Кстати, именно на Кольской скважине применен передовой опыт использования труб из легкосплавных материалов на глубине более 2000 метров. Для бурения использовался турбобур длиной 46 метров с гидродинамическим приводом коронки, вгрызающейся в породу. Керноприемник – это съемная труба внутри турбобура, служащая для забора образцов породы с глубины. Сами коронки на турбобуре использовались стандартные из твердого сплава. Срок службы одной коронки около 4 часов. В этот промежуток времени удавалось пробурить 7-10 метров. На замену же коронки уходило до 18 часов. При этом колонна разбирается на секции из труб длиной по 33 метра каждая. Среднемесячное углубление скважины составляло около 60 метров. На бурение последних 5 километров скважины было израсходовано около 50 километров труб. Рядом с буровой были построены слои конструкторское бюро, механический завод, кернохранилище и научные лаборатории. Все новые идеи тут же зарисовывались на бумаге, а после здесь же воплощались в жизнь. Согласно указу вышестоящего руководства СССР, на СГ-3 использовалось оборудование только отечественного производства. Все же поначалу это был сверхсекретный объект. Условия работы на больших глубинах требовали создания специальных термобаростойких приборов. Все большие трудности возникали на последних стадиях бурения, когда температура в скважине поднялась до 200 градусов, а давление выросло аж до 1000 атмосфер. Серийные приборы не могли работать в таких условиях. Геофизические ОКБ и некоторые НИИ разработали единичные экземпляры оборудования. Здесь, вдали от цивилизации и в строжайшем секрете, трудились лучшие умы и специалисты СССР. Конкурс был до 100 человек на место, а тем, кому удавалось пройти строжайший отбор, сразу же давали квартиру. Оплата труда инженеру на Кольской сверхглубокой составляла фантастические 850 рублей. И единовременно рядовой советский инженер в другом месте зарабатывал 120 рублей в месяц. Всего за 3 месяца сотрудник на СГ-3 мог позволить купить себе «Волгу». Работало здесь около 300 человек. 6 июня 1979 года произошло первое историческое событие. Буровики объявили о пройденной отметке в 9584 метра. Кольская скважина стала самой глубокой скважиной в мире, превзойдя американскую нефтяную Берта Роджерс глубиной в 9583 метра.
6 июня 1979 года сотрудник Федор Отарщиков в вахтенном журнале сделал торжественную отметку: забой 9584 метра. Берта Роджерс, чао, гудбай. Весной 1980 года случилось второе значимое событие. Кольская сверхглубокая превысила глубину 11022 метра. Это глубже, чем Марианская впадина. Это воистину фантастическое достижение колыбели человечества на тот момент. Как говорил ранее, во время бурения происходили аварии, что огорчало буровиков. Однако радовало ученых. Благодаря этому они смогли увидеть объемную картину древнейших архейских пород, которые сформировались аж более 2,5 миллиардов лет назад. В сентябре 1984 года впервые пройдена отметка глубины в 12066 метров, после чего случилась очередная авария с обрывом колонны. Это была трагедия для рабочих буровой, ведь начинать приходилось вновь с 7000 метров, проходя снова все пустоты и трещины в нижних слоях земной коры. В скором будущем работы, проводимые в Заполярье, рассекретили в рамках проведения Всемирного геологического конгресса. Кольская сверхглубокая произвела на ученых настоящий восторг. Поселок Заполярный посетила огромная делегация ученых-геологов и журналистов. Показали установку в действии, поднимали и разбирали буровую колонну на 33-метровые секции труб. В СССР в очередной раз подтвердили статус передовой державы, в данном случае в области глубокого бурения. В июне 1990 года достигнута глубина 12262 метра. Велись подготовительные работы для бурения до 14 тысяч метров. Однако на глубине 8550 метров буровая колонна снова оборвалась. Для продолжения бурения потребовалось дорогостоящее и долгое обновление оборудования. В связи с этим в 1994 году бурение остановили. Возможности современной техники не позволили продолжить работы. Спустя 3 года Кольская сверхглубокая скважина попала в Книгу рекордов Гиннесса, и по сей день рекорд советских ученых остается непревзойден. Прогуливаясь по руинам этого футуристического на тот момент и заброшенного в наши дни объекта, испытываешь одновременно несколько разнообразных, однако сильных переполняющих эмоций. Это гордость за когда-то великую державу и совершенные достижения. Это чувство какого-то самоудовлетворения, потому что удалось собственными руками прикоснуться к легенде и величайшей истории великих открытий человечества. И огромнейшее чувство сожаления. Сожаление о том, что все это заброшено в этой вечной мерзлоте. Чувство времени в этом месте тоже останавливается. Находясь здесь, ощущаешь себя, как будто бы попал в какой-то параллельный мир. Словно время здесь остановилось, а бесконечный полярный день только усиливает эти ощущения. Кругом разбросаны разные журналы с записями буровиков и ученых, к примеру, как это, о навороте трубы, подписанные сотрудниками Коновалом и Онищенко 28 мая 1981 года. Держишь ее в руках, и как будто бы это только вчера было. Находясь здесь и понимая, что кроме нас тут никого нет и быть не может, постоянно чувствуешь на себе присутствие чего-то пристального взгляда, и словно кто-то прям дышит тебе в затылок. Атмосферка, конечно, мрачная и давящая, словно обитатели этих мест не рады нашему визиту, тому что побеспокоили это место своим присутствием. Или же наоборот, как будто бы кто-то хочет тебе чего-то рассказать, передать чего-то важное, но не может. Это не передать словами, от одних только воспоминаний идут мурашки по коже. Кольская сверхглубокая по масштабам проекта была сопоставима с полетом на Луну. А главное, она показала человечеству, что мы совершенно ничего не знаем о своем доме, о своей планете, о месте, где мы все живем. Все теории о строении Земли, которые были основаны на предположениях, на практике оказались неверны. Вот лишь малая часть открытий. Ученые ожидали, что на глубине 7 километров колонна скважины войдет в базальтовые породы. Однако они не встретились даже на глубине 12 километров. Зато вместо базальтов геологи обнаружили породы, обладающие большим количеством трещин и низкой плотностью, чего совершенно нельзя было ожидать от многокилометровой глубины. На глубинах от 9 до 12 километров встретились высокопористые породы, насыщенные подземными сильно минерализованными водами. Эти воды – один из источников рудообразования. Раньше считали, что такое возможно лишь на значительно меньших глубинах. Именно в этом интервале в Керне обнаружили повышенное содержание золота – от 2 грамм на 1 тонну породы.
А благодаря тому, что на такой глубине были обнаружены грунтовые воды, советским ученым удалось предотвратить катастрофу планетарного масштаба. Ведь в те годы велись разработки захоронения радиоактивных отходов на сверхглубину. Если бы это не было своевременно обнаружено, то в скором времени грунтовые воды вынесли бы на поверхность радиоактивные отходы, что привело бы к заражению всей планеты и сделало бы жизнь на Земле невозможной, во всяком случае в привычном для нас понимании. Поначалу ученым из СССР никто не верил, однако предъявленные доказательства ввергли в шок весь научный мир и не оставили ни капли сомнений. Изменилось представление о тепловом режиме в земных недрах, о глубинном распределении температур в районе базальтовых щитов. На глубине более 6 километров получен тепловой градиент 20 градусов на километр, вместо ожидавшихся, как у поверхности, 16 градусов на километр. Выявлено, что половина теплового потока имеет радиогенное происхождение в результате реакции распада тория и урана в земной коре. На глубине от 8 до 10 тысяч метров была обнаружена жизнь, бактерии как живые, так и окаменелые. Это явилось доказательством того, что жизнь на Земле зародилась примерно на миллиард лет раньше, чем считалось ранее. Также о Кольской сверхглубокой ходит много мифов и легенд. Один из них, самый известный, про то, что советские ученые во время бурения наткнулись на нечто, отпустили в скважину микрофон, чтобы записать звук, а после поднятия ужаснулись. Микрофон записал звуки преисподней и крики людей. Уверяю вас, это миф. Хотя бы потому, что ни один микрофон не выдержит температуру в 200 градусов и чудовищного давления в 1000 атмосфер. Все эти звуки были сфабрикованы, и именно после этих слухов Кольская сверхглубокая получила свое название «Колодец Ват». Еще ходили слухи о том, что породы на глубине скважины в точности совпали с пробами лунного грунта. Это послужило предположением того, что наша современная Луна являлась когда-то частью Земли, кусок которой отломился в результате столкновения Земли с огромным метеоритом. Однако сразу хочу сказать, что по предварительным данным возраст Луны составляет около 4,5 миллиардов лет, а возраст пород в глубинах скважины не более 3,5. В связи с этим считаю, что гипотеза о том, что Кольский полуостров является частью Луны, несостоятельна. Как говорил ранее, в настоящее время проект безвременно заморожен, а скважина законсервирована. Однако плодов для творчества ученых здесь добыли столько, что останется еще исследователям новых поколений. Пробурив уникальную сверхглубокую скважину, мы очень многое узнали и одновременно поняли, как мало мы еще знаем о строении своей родной планеты. На этом моя история о легендарном проекте подошла к концу, а в будущем нас ждут новые приключения. Подписывайся на мой канал, чтобы увидеть новые серии с интересными историями и приключениями. Понравилось видео? Ставь лайк и поделись фильмом с друзьями. Благодарю всех за внимание и до новых встреч!